Глава 1901. Первородный дьявол. Если не считать пары глазных яблок, вспыхивающих пурпурным светом, скелет был совершенно белым и бесцветным. Его конечности беспорядочно болтались в воздухе, и он произносил заклинание пронзительным голосом, от звука которого у слушателя покрывались мурашки на коже. 13 скелетов вокруг него также подняли головы и издали резкие крики в унисон, а затем исчезли в скелете в центре в виде всплесков черной ци. Затем этот скелет начал резко раздуваться, и свет завихрился над каждым дюймом его костей, когда он начал претерпевать своеобразную трансформацию. Раздался глухой удар, похожий на раскат грома, и скелет увеличился примерно до 700 футов в размере. Черное дьявольское пламя вспыхнуло по всему его телу, и он стал похож на демона-небожителя, только что спустившегося с небес. При ближайшем рассмотрении можно было обнаружить, что в грудине гигантского скелета было несколько маленьких черепов. Черепа были размером всего в несколько футов каждый, и их было 13, явно преобразованных из 13 скелетов. И еще более удивительным было то, что когда гигантский скелет издал протяжный крик, раздался взрыв треска и хлопков, а из его спины появилось 26 пар рук. Каждая рука держала костяное оружие разного типа, и пока оружие летело по воздуху, воющие дьявольские ветры и палящее дьявольское пламя пронеслись по окрестностям. Это был первородный дьявол из 13 иерархических истинных дьяволов, в то время как составляющие его скелеты были вторичными дьяволами. Однако это был довольно специфичный метод культивирования, когда лорд Лан усовершенствовал свое собственное тело, чтобы стать главным дьяволом. Преимущества этого включали резкое усиление его собственных сил, позволяя ему овладеть несколькими типами мощных дьявольских способностей и исключая риск негативной реакции со стороны второстепенных дьяволов. Однако, если бы он получил слишком серьезные раны в этой форме, его разум мог бы быть испорчен дьявольской силой, которой он достиг, и он навсегда превратился бы в безмозглого первородного дьявола. Таким образом, если бы не тот факт, что Хань Ли был намного сильнее, чем он ожидал, он бы не рискнул принять это тело основного дьявола. Как только он принял эту форму, в разум лорда Лана нахлынуло чувство непреодолимой жажды крови, и страх, который он питал к Хань Ли, был полностью стерт. Выпустив взрыв зловещего кудахтанья, он резко открыл рот, чтобы выпустить порыв дьявольского ветра в сторону Хань Ли издалека. Дьявольский ветер был чрезвычайно холоден и охватил все небо и землю. Затем первородный дьявол шагнул вперед, и его тело мгновенно исчезло в порыве дьявольского ветра. К этому моменту Хань Ли уже уничтожил большинство небольших гор поблизости, используя свои собственные горы в качестве снарядов, и гора, на которой раньше стоял главный дьявол, была единственной оставшейся. Когда порыв дьявольского ветра устремился к нему, Хань Ли снова швырнул свою пару гор вперед. Две горы расположились перед ним и снова начали резко увеличиваться, достигая высоты более 10 тысяч футов каждая. Дьявольский ветер с огромной силой ударил в две горы, и на них тотчас же образовался толстый слой льда. Хань Ли топнул ногой по земле и бросился на вершину одной из гор, а затем внимательно всмотрелся в порыв дьявольского ветра, и в его глазах вспыхнул синий свет. В следующее мгновение он внезапно издал яростный рев, когда его гигантские обезьяньи руки хлестнули молнией, посылая бесчисленные изображения золотых кулаков в определенное место в дьявольском ветре. Раздался взрыв тревожного кудахтанья, когда бесчисленные изображения гигантских клинков появились из дьявольского ветра, и все поверхности этих изображений были испещрены малиновыми рунами. Казалось бы, неразрушимые изображения золотого кулака были разрезаны один за другим, после чего изображения клинков продолжили движение к Хань Ли. Голубой блеск в глазах Хань Ли стал еще ярче, когда он увидел это, и он внезапно махнул рукой в воздухе. 13 гигантских золотых цветов сразу же полетели к нему, прежде чем превратиться в его 13 пурпурно-полосатых золотых пожирающих жуков. Они были на мгновение пойманы в ловушку внутри дьявольской формации, и им с трудом удалось освободиться. Не требуя никаких инструкций от Хань Ли, 13 жуков резко увеличились до нескольких десятков футов в размере каждый, а затем мгновенно вызвали в воображении бесчисленные изображения, которые появились перед Хань Ли как бесчисленные пурпурные щиты. Изображения клинков были чрезвычайно острыми, но все они просто исчезали среди глухих ударов по жукам. Несмотря на то, насколько решительными были тела пурпурно-полосатых жуков-пожирателей золота, в этом мире практически не было ничего, что могло бы по-настоящему уничтожить их, и эти изображения клинков не были исключением. Прямо в этот момент в воздухе над Хань Ли появился гигантский вихрь, вслед за которым сверху спустилась огромная черная фигура. Черная фигура держала в руках 26 костяных оружий и была окутана морем черного пламени. Главный дьявол, в которого превратился лорд Лан, совершал скрытую атаку на Хань Ли. Однако Хань Ли, казалось, предвидел это заранее и ничуть не встревожился. Он резко глубоко вздохнул, и на его теле появился черный доспех среди взрыва бурлящей черной ци, и бесчисленные черные руны вырвались из доспеха, чтобы защитить его. Затем он потер руки, прежде чем разъединить их и поднять в воздух, бросив гигантскую сеть молний, которая устремилась к опускающемуся морю дьявольского пламени.
Черное дьявольское пламя и золотая молния столкнулись в оглушительном грохоте, и оба мгновенно значительно уменьшились, как если бы они были прямыми противоречиями друг другу. Тем временем 26 гигантских костяных орудий без колебаний обрушились на голову Хань Ли. На лице Хань Ли внезапно появилась холодная улыбка, а позади него вспыхнул золотой свет, когда появилась золотая проекция с 3 головами и 6 руками. Проекция взмахнула 6 руками в воздухе и выпустила 6 шаров золотого света. Шары света сошлись над Хань Ли, а затем превратились в золотой вихрь размером около акра. Это был никто иной, как вращающийся золотой свет. Под дымовой завесой, созданной ослепительным золотым вихрем, из тела Хань Ли также вырвалась слабая зеленая фигура, а затем исчезла в ближайшем дьявольском ци. Тем временем быстро вращающийся золотой вихрь испускал волны золотого света, и эти золотые волны мгновенно охватили все приближающееся костяное оружие. В то же время золотое изображение позади Хань Ли издало низкий крик, и из золотых волн вырвался взрыв огромной силы всасывания. Костяное оружие в руках первородного дьявола сильно задрожало перед лицом этой всасывающей силы, затем быстро вылетело из рук первородного дьявола и направилось прямо к золотому вихрю. Хань Ли слегка запнулся, увидев это, явно очень удивленный тем, что ему удалось так легко обезоружить главного дьявола. В следующее мгновение от первородного дьявола раздался взрыв зловещего кудахтания, и он резко указал пальцем на 26 костяных орудий. Как только оружие собиралось втянуться в золотой вихрь, они внезапно сошлись и выпустили вспышку пронзительного серого света. В мгновение эко возник гигантский костяной цветок лотоса, и каждый его лепесток был испещрен бесчисленными рунами, излучающими тревожный серый свет. Гигантский костяной лотос развернулся на месте и выпустил бесчисленное количество клинков света, которые выстрелили проливным потоком. Все золотые волны были разрезаны на части, прежде чем клинки устремились прямо к золотому вихрю, но вращающийся золотой свет был невероятно мощной способностью, которую Хань Ли получил только после полного владения истинным дьявольским искусством происхождения, так что, естественно, оно так легко не сломается. 3 головы золотого изображения позади него начали петь в унисон, и он также бросал в воронку быструю цепочку заклинательных печатей своими 6 руками. Изнутри золотого вихря сразу же раздался громкий грохочущий звук, и золотые волны, вырвавшиеся из него, мгновенно стали еще мощнее, образуя патовую ситуацию с клинками света, выпущенными костяным лотосом. Фиолетовый свет в глазах первородного дьявола стал ярче, когда он увидел это, по-видимому, разочарованный упорным сопротивлением Хань Ли. Он резко потянулся к себе своими 26 руками, вытаскивая по толстой кости, каждая из которых превратилась в еще один набор из 26 видов оружия, которые снова метнулись к Хань Ли. Увидев это, Хань Ли ударил себя в грудь своими гигантскими обезьяньими кулаками, а затем открыл рот, чтобы извергнуть столб золотого света. В то же время он поднялся, чтобы сразиться с первородным дьяволом голыми кулаками, полагаясь на невероятную защитную мощь своего комплекта дьявольских доспехов, чтобы выстоять в ближнем бою. Прямо в этот момент 13 пурпурно-полосатых жуков-пожирателей также набросились на гигантского первородного дьявола, но первый дьявол издал низкий рев, когда 13 черепов отделились от его грудины, а затем полетел прямо к 13 жукам с зеленым светом, вырывающимся изо рта. Этот зеленый свет не мог повредить пурпурно-полосатым жукам-пожирателям, но он был наделен какой-то особой силой, которая сумела временно поймать жуков в ловушку. Внезапно золотое изображение прекратило свое пение, а также убрало свои печати рук, и ее тело приняло материальную форму. Затем из его средней головы вырвалась вспышка черной ци, оказавшись черной зарождающейся душой высотой в несколько дюймов. Зарождающаяся душа была полностью идентична Хань Ли по внешнему виду и держала сегмент клинка обеими руками. Он посмотрел на первородного дьявола с холодным светом в глазах, затем холодно хмыкнул и снова исчез в средней голове золотого тела. В следующее мгновение 3 головы золотого тела задвигались в унисон, и оно перевернулось через одну из своих рук, и сегмент клинка, который мгновение назад держала черная зарождающаяся душа, появился в его хватке. Сегмент клинка расширился более чем в 10 раз по сравнению с первоначальным размером, чтобы соответствовать размеру руки золотого тела, и 3 головы золотого тела снова начали петь в унисон. При этом он взмахнул остальными 5 руками в воздухе, посылая дождь из бесчисленных золотых рун на сегмент клинка, который начал излучать кольца пятицветного света. В то же время взрыв силы законов неба и земли заполнил все пространства. Глава 1902. Убийство дьяволов. Под действием этой силы законов последняя небольшая гора неподалеку рассыпалась в щебень под оглушительный грохот. Все свирепые ветры, пронесшиеся через дьявольский массив, рассеялись, и вся дьявольская ци в радиусе нескольких десятков километров быстро поредела. Бесчисленные пятнышки пятицветного света начали появляться перед тем, как в безумии устремиться к сегменту клинка, и незавершенный сегмент клинка внезапно снова стал целым. Слабое жужжание раздалось из фиолетового лезвия, и колебания силы законов только усилились. Что же касается пятнышек пятицветного света, еще не проникших в лезвие, то все они превратились в пятицветные руны.
На лице золотого тела появилась холодная улыбка, и оно нацелило пурпурный клинок на первородного дьявола над головой, примерно удвоив скорость впрыскивания пятицветного света в пурпурный клинок. Из-за огромного количества пятицветного света, прошедшего через него, рука, которая держала фиолетовый клинок, стала радужного цвета, и из лезвия вырвалась ужасающая аура, которая угрожала уничтожить небо и землю. По мере того, как в лезвии впрыскивалось все больше и больше ци происхождения мира, эта аура становилась еще более устрашающей. Первородный дьявол, который сражался с Хань Ли на расстоянии, вздрогнул, почувствовав эту ужасающую ауру, и его жестокое убийственное намерение значительно ослабло, когда логика лорда Лана вернулась. Гигантский скелет без колебаний швырнул в воздух 26 костяных орудий, а затем быстро указал на оружие, на котором они сошлись, образуя зловещий клинок длиной в несколько сотен футов. Гигантский клинок рухнул сверху, в то время как первородный дьявол выстрелил в ответ, отлетев в мгновение яйка на расстоянии более 1000 футов. Однако именно в этот момент рядом с первородным дьяволом вспыхнули пространственные колебания, и огромная зеленая рука молниеносно вцепилась в его плечо при совершенно неожиданном повороте событий. Первородный дьявол, естественно, был чрезвычайно встревожен этим, но затем в его глазах появилось свирепое выражение, когда он изверг изо рта всплеск дьявольского пламени. Огромная черная рука загорелась и быстро обуглилась до почерневшего состояния, но не собиралась отпускать. Зеленый свет вспыхнул несколько раз в быстрой последовательности, и рука не только полностью восстановилась до своего первоначального состояния, но теперь еще крепче сжимала плечо первородного дьявола. Только тогда первородный дьявол начал паниковать. Он взмахнул несколькими руками в воздухе в унисон, а затем превратился в дюжину или около того костяных лезвий, которые полоснули по гигантской зеленой руке. Череда тошнотворных тресков раздалась в быстрой последовательности, когда каждая из костяных лезвий вонзилась в огромную руку на глубину около фута, но они не могли двигаться дальше. Эта зеленая рука была гораздо крепче, чем даже среднее сокровище. Первородный дьявол действительно очень встревожился и издал громкий рев, когда его тело мгновенно разлетелось на бесчисленные кости. Гигантская зеленая рука все еще крепко сжимала 7 или 8 его костей, но остальная часть скелета в целости и сохранности сходилась в нескольких десятках футов от него, и казалось, что эти отсутствующие кости никак не повлияли на его тело. Однако во время этой доли секунды золотое тело внизу уже закончило то, что делало. Золотые руны появились на поверхности пурпурного клинка, прежде чем он был направлен к первородному дьяволу наверху. Огромный взрыв силы законов мгновенно вырвался из лезвия, превратившись в гигантскую черную волну, пронесшуюся по воздуху в мгновение яйка, достигнув первородного дьявола. Первичный дьявол был чрезвычайно встревожен этим, и дьявольское пламя вокруг его тела резко увеличилось, прежде чем устремиться к массивной волне. В то же время из его тела вырвался взрыв громких тресков и хлопков, когда сотни костяных лезвий появились перед тем, как пролететь по воздуху среди дьявольского пламени. Затем последовала своеобразная сцена. В тот момент, когда дьявольское пламя и массивные костяные лезвия соприкоснулись с гигантской черной волной, все они исчезли совершенно бесшумно. Первородный дьявол пришел в ужас, увидев это, и попытался сбежать с места происшествия, но был полностью обездвижен силой законов в воздухе вокруг него. Таким образом, массивный первородный дьявол был полностью затоплен гигантской черной волной в одно мгновение и полностью стерт с лица этого царства. В тот момент, когда первородный дьявол был уничтожен, черепа, сцепившиеся в бою с пурпурно-полосатыми золотыми пожирающими жуками и гигантским костяным лотосом, который противостоял золотому вихрю, распались на клубы черного дыма. В следующее мгновение сила законов в окружающем пространстве также исчезла вместе с массивной черной волной, и как будто ничего и не было. После высвобождения силы сегмента пурпурного лезвия свет, исходящий от золотого тела, значительно потускнел, что ясно указывало на то, что он также израсходовал много энергии. В этот момент рядом мелькнула зеленая фигура, и зеленокожий Хань Ли спокойно появился из ниоткуда. Это было не что иное, как духовное тело, которое Хань Ли усовершенствовал с помощью этой бессмертной Зойсии, и оно контролировалось Цуер. Несмотря на то, что Цуер совсем не была очень могущественной, духовное тело не отвергло ее, поскольку она также была духовным существом неба и земли. Таким образом, она могла с большим успехом управлять духовным телом. На протяжении веков, питаемое зеленой жидкостью из таинственного маленького флакона Хань Ли, духовное тело достигло пика ранней стадии интеграции тела. С нынешними способностями Цуэр она смогла реализовать лишь часть потенциала духовного тела, но оно все же оказалось чрезвычайно ценным союзником Хань Ли. Только после того, как оно на мгновение поймало первородного дьявола, золотое тело смогло убить его одним ударом сегмента лезвия. В противном случае, с набором особых способностей первородного дьявола, Хань Ли было бы нелегко убить его за короткое время. После того, как первородный дьявол был убит, золотое тело и духовное тело исчезли в теле гигантской обезьяны в виде шара золотого света и зеленой тени соответственно. После этого из тела гигантской обезьяны вспыхнул золотой свет, и оно быстро уменьшилось, когда Хань Ли вернулся в свою человеческую форму. На его лице появилась слабая улыбка, когда он вздохнул с облегчением,
но прямо в этот момент с другой стороны внезапно раздался оглушительный грохот. В то же время с того же направления в небо взорвалось несколько вспышек поразительных леденящих кровь аур. Улыбка на лице Хань Ли мгновенно исчезла, и он с холодным выражением лица повернулся лицом к другой битве. К этому моменту весь дьявольский массив уже рухнул, и вся черная дьявольская ци рассеялась, поэтому все внутри, где когда-то стоял дьявольский массив, была раскрыта. Гигантский световой барьер, который заманил в ловушку лысое дьявольское существо и 4 небесных призраков, уже был разрушен, и дьявольский лорд появился в воздухе вместе с небесными призраками. У 4 небесных призраков было обычное злобное выражение лица, но выражение лица лысого дьявольского лорда стало чрезвычайно напряженным. Он мог видеть, что дьявольский массив, который они старательно создавали, был полностью разрушен, и аура лорда Лана также бесследно исчезла, поэтому он, естественно, был очень встревожен и сбит с толку. Как знакомый лорда Лана, он, естественно, знал об иерархических истинных дьяволах, которых культивировал лорд Лан. Он знал, что, будучи полностью высвобожденными, иерархические истинные дьяволы были даже более могущественными, чем 4 небесных призрака, которых он призвал. Ему потребовалось совсем немного времени, чтобы преодолеть световой барьер, под которым он оказался в ловушке, но за это время лорд Лан был убит даже после использования своих иерархических истинных дьяволов, и это поразило лысого дьявольского лорда. В тот момент, когда световой барьер был разрушен, фея Серебряного Света выплюнула несколько глотков крови, и ее лицо стало смертельно бледным. Было совершенно ясно, что она заплатила очень высокую цену, чтобы удержать лысого дьявольского лорда в ловушке своего светового барьера. Хань Ли повернулся к лысому дьявольскому лорду, и в его глазах появилось холодное выражение. Однако, прежде чем он успел что-либо сделать, дьявольский лорд внезапно наложил печать руками и исчез с места происшествия в виде полосы черного света. Он принял поспешное решение бежать, увидев, что ситуация резко ухудшилась. 4 небесных призрака также попали в полосу черного света, а что касается небесных врат Асуры, то они просто исчезли, как только дьявольский лорд скрылся с места происшествия, как если бы они были ничем иным, как проекцией. Хань Ли холодно хмыкнул, сузив глаза, затем сложил печать руками, чтобы снова выпустить из рукава 13 пурпурно-полосатых золотых пожирающих жуков. В то же время позади Хань Ли раздался раскат грома, и на его спине появилась пара полупрозрачных крыльев. Затем он превратился в свою гигантскую четырехкрылую форму Тянь-Пэна и быстро унесся вдаль в виде дуги серебряной молнии. В мгновение ока гигантская птица и черная полоса света исчезли в далеком небе, и фея Серебряного Света немедленно вздохнула с облегчением, увидев, что скорость Хань Ли превзошла скорость черной полосы света. Она знала, что в ее нынешнем состоянии она ничем не поможет Хань Ли, даже если бросится в погоню, поэтому просто осталась там, где была. Она быстро вытащила нефритовый пузырек из своего браслета для хранения и выпила 7 или 8 пилюль сразу. В результате она оживилась, но на лице появился немного неестественный румянец. После этого она повернулась к грудам щебня, где когда-то стоял дьявольский массив, и в ее глазах появилось задумчивое выражение. Примерно через час полоса лазурного света вернулась. Лазурный свет исчез, и Хань Ли бесстрастно появился, затем уронил сверху круглый предмет, который приземлился прямо перед феей. От объекта исходил сильный запах крови, и это была голова одного из небесных призраков. Глава 1903. Громовая ярость. Злобное выражение лица небесного призрака все еще было запечатлено на его лице, но в его широко раскрытых глазах мелькнул намек на затянувшееся удивление. Как будто небесный призрак увидел что-то невероятное в тот момент, когда его обезглавили. «Брат Хань, ты преследовал этого дьявольского лорда?» — спросила фея Серебряного Света, ошеломленно взглянув на голову небесного призрака. «Не волнуйся, я уже позаботился о нем и 3 других небесных призраках». На лице Хань Ли появилась слабая улыбка, и он провел рукавом по воздуху, чтобы выпустить шар черного света, внутри которого находились миниатюрные лазурные ворота размером в несколько дюймов. Это было не что иное, как небесные врата Асуры лысого дьявольского лорда. Однако свет, который в настоящее время исходил от него, был довольно тусклым, что свидетельствовало о том, что они, похоже, были повреждены. Как здорово! Поскольку все они мертвы, раса старших дьяволов ни за что не услышит о нашем путешествии в небесный город. Это все благодаря тебе мы смогли убить этих 3 дьявольских лордов, брат Хань. И если бы ты не рассказал мне о тебе столько лет назад, я действительно не могла бы поверить, что ты культивируешь всего чуть более 2000 лет, сказала фея Серебряного Света с восторгом и благоговением в голосе. Мне просто повезло. Искусство культивирования, которое я использую, так уж получилось, что подавляют большинство искусств культивирования дьяволов и призраков. По сравнению с другими даосами того же уровня, мои силы будут далеко не такими выдающимися. «Забудь, что ты мне обещала», — многозначительно сказал Хань Ли. «Уверяю тебя, брат Хань, я дала обещание и планирую его выполнить. Мы с Линь Лун из одной расы,
так что мне не составит труда передать ей сообщение вместо тебя. Просто Линь Лун в настоящее время находится со старшим Осяа, и я пока не могу связаться с ней», — ответила фея Серебряного Света. «Тогда я должен заранее поблагодарить тебя, товарищ Даос Серебряного Света. И если тебе понадобится моя помощь с чем-то еще в будущем, не стесняйся обращаться ко мне», — сказал Хань Ли с улыбкой. Услышав это, глаза феи Серебряного Света загорелись восторгом, и она ответила: «Пожалуйста, брат Хань, для меня это простое задание». Хань Ли был намного сильнее, чем она ожидала, и ни в малейшей степени не уступал культиватору позднего этапа интеграции тела. Имея в рукаве благосклонность такого могущественного существа, она определенно сможет извлечь из этого огромную выгоду позже. После краткого обсуждения они оба стерли все следы близлежащего поля битвы, а затем продолжили путь к небесному городу. Хань Ли неторопливо летел по воздуху в полосе лазурного света и нежно поглаживал белую деревянную коробку в одном из рукавов с задумчивым выражением в глазах. Этот деревянный ящик он получил от лысого дьявольского существа, которого он снова убил сегментом своего клинка. Первоначально он не был так уж заинтересован в предмете, и только после того, как обнаружил, что ни его духовное чутье, ни его способность духовного зрения не дают ему видеть его содержимое, он очень заинтересовался им. Однако на этом ящике была установлена чрезвычайно мощный массив, из-за чего ему было очень трудно открыть его, даже с его огромным набором способностей. Таким образом, Хань Ли убрал предмет и поспешил обратно к фее Серебряного Света. Когда он гладил деревянную коробку, он чувствовал слабые следы тепла, исходящие от ее поверхности, но менее чем через 10 минут она внезапно стала очень прохладной на ощупь, и это еще больше заинтриговало Хань Ли. Однако в настоящее время они все еще путешествовали, поэтому ему просто нужно было подождать, пока они не доберутся до небесного города, прежде чем продолжить изучение деревянного ящика. Имея это в виду, Хань Ли выпустил по малиновой бусине из каждого из своих 5 пальцев, которые затем мгновенно исчезли в деревянном ящике в виде 5 малиновых рун. Этому ограничению он научился у одной иноземной расы и наложил его на деревянный ящик в качестве меры предосторожности. Сразу после этого деревянная шкатулка была спрятана в его браслете для хранения среди вспышки лазурного света, и он сосредоточил все свое внимание на полете. При нынешних скоростях его и феи Серебряного Света они смогли быстро преодолеть расстояние в сотни тысяч километров. Между тем, в недавно построенном дьявольском городе, который находился в бесчисленных километрах, был зал, расположенный внутри одной из массивных пирамид. Внезапно из зала раздался оглушительный рев ярости. Что случилось? Как 3 дьявольских лордов не смогли перевести ни одного предмета. Эти 3 куска мусора хотят быть брошенными в дьявольский пруд? Говорил молодой человек в малиновой мантии, сидевший на главном месте в центре зала. Это был никто иной, как клон священного предка Сюэ-Гуана, и его лицо в настоящее время было искажено от ярости. Этот клон был только на пике стадии интеграции тела, но в его пылающей ярости внезапно позади него появилась гигантская дьявольская проекция высотой более 100 футов. Проекция была полностью малинового цвета с дюжиной или около того рогов на голове. В то же время несколько толстых щупалец отходили от его тела и дико хлестали по воздуху, делая его похожим на гигантского осьминога. Ужасающая аура, выпущенная дьявольской проекцией, заставляла весь зал яростно скрипеть и дрожать, как будто он собирался рухнуть в любой момент. Перед лицом этой ужасающей ауры охранники в черных доспехах в зале поспешно встали на колени и с ужасом опустили головы, не смея поднять взгляд на священного предка Сюэ-Гуана. Рядом со священным предком Сюэ-Гуаном стояли только 2 высококлассных дьявольских существа, и, увидев это, они немедленно обменялись взглядами недоумения. Одним из двоих был мужчина в мешковатой серебряной мантии, и он спросил: «Что вас так разозлило, мастер Сюэ-Гуан?» Ярость на лице священного предка Сюэ-Гуана быстро исчезла, но его голос все еще был очень тяжелым, когда он ответил: «Я попросил 3 своих подчиненных перевести кое-что очень важное, но струйка духовного смысла, которую я оставил на этом предмете, была отрезана с помощью секретной техники. Должно быть, что-то случилось с этими 3. В противном случае предмет ни за что бы не пропал». Другим высокоуровневым дьявольским существом была красавица средних лет в розовой мантии, и она в замешательстве сказала: «Неужели это так? Странно. 3 дьявольских лорда должны бы смочь защититься против человека-культиватора на пике стадии интеграции тела. Что касается этого человека-культиватора стадии Великого Вознесения, он был ранен несколькими священными предками, когда он отважился войти в наше священное царство около 1000 лет назад, так что, конечно же, он не появится в такое время». Действительно невероятно думать, что все 3 могли погибнуть сразу, но не исключено, что кто-то просто забрал у них сокровища. Я только что пытался связаться с ними, используя секретную технику, но ответа не было. Кто-нибудь, проверьте, не погасло ли дьявольское пламя души уровня лорда в зале души, с мрачным выражением лица проинструктировал священный предок Сюэ-Гуан. Да, священный предок. Один из охранников в черных доспехах почтительно поклонился и вышел из зала.
Священный предок Сюэ Гуан откинулся на спинку сиденья и замолчал, слегка сузив глаза. Два высококлассных дьявольских существа, естественно, знали, что он был в скверном настроении, и не осмеливались говорить. Таким образом, весь зал погрузился в гробовую тишину. Примерно через 10 минут фигура в черных доспехах снова ворвалась в зал, затем присела на колени и в легкой панике сообщила: священный предок, пламя души 3 дьявольских лордов было потушено быстро и одно за другим. 3. Глаза священного предка Сюэ Гуана тут же расширились, и один из подлокотников его стула мгновенно превратился в пыль из-за его побелевших костяшек и глухого удара. Да, священный предок. Смотритель зала души подтвердил, что эти 3 пламени души принадлежали трио лорда Лана, осторожно ответил охранник. Получив эту новость, священный предок Сюэ Гуан выглядел как вулкан, который был на грани извержения. 2 высокоуровневых дьявольских существа в зале тоже обменялись удивленными взглядами, услышав это. Тем не менее, они оба могли сказать, что священный предок Сюэ Гуан был больше разгневан тем фактом, что вышеупомянутый предмет был потерян, а не смертью 3 дьявольских лордов. Это пробудило их любопытство и желание узнать, что это был за предмет. Священный предок Сюэ Гуан долго сидел в задумчивой тишине, прежде чем наконец принял решение. Вы двое, возглавьте группу хрустальных стражей Кровавого Света и немедленно отправляйтесь на поиски места, где были убиты эти 3. Даже если виноват культиватор Великого Вознесения, все равно должны быть следы битвы. Тщательно осмотрите каждый дюйм почвы там и обязательно проверьте личность и местонахождение ответственных людей-культиваторов. Откажитесь от всех своих других обязанностей и отдайте предпочтение этой миссии превыше всего. Свяжитесь со мной, как только вы найдете какую-либо полезную информацию. Да, мастер Сюэ Гуан. Пара высококлассных дьявольских существ немедленно приняла их приказ с почтительным поклоном. Через час с определенного уровня пирамиды вылетело малиновое облако, и внутри облака виднелись зловещие дьявольские существа в костюмах полупрозрачных малиновых доспехов. Всего таких существ было более 100, и они быстро исчезли вдали. Месяц спустя 2 полосы света очень незаметно направились к гигантскому человеческому городу, построенному на берегу озера. Всего через несколько вспышек 2 полосы света упали на безымянную гору неподалеку. Это были никто иные, как Хань Ли и Фея Серебряного Света, которые, наконец, добрались до окрестностей небесного города. Оба они в настоящее время мрачно оценивали небесный город. В воздухе перед одной из городских стен небесного города парили десятки тысяч гигантских черных ковчегов, а между этими ковчегами находилось бесчисленное количество свирепых дьявольских всадников. Дьявольские звери этих кавалеров имели под ногами черные облака и были одеты в звериные доспехи, что явно отличало их от обычных дьявольских зверей. Глава 1904. Всемогущие дьявольские кавалеры. Это всемогущие дьявольские кавалеры. Слухи были верны. Старшая дьявольская раса послала только армии низкоуровневых дьявольских зверей, чтобы атаковать наш город высшего неба, но послали и свои поистине элитные силы, чтобы уничтожить другие человеческие поселения в этом районе. Эти всемогущие дьявольские кавалеры в основном находятся только на стадии формирования ядра или стадии зарождения души, но после слияния воедино со своими дьявольскими скакунами с помощью дьявольской секретной техники их силы умножаются, и человеческие культиваторы той же базы культивирования определенно не ровня им. Даже существа на стадии преобразования божества или пространственного закаливания были бы вынуждены бежать, если бы на них напала большая группа этих кавалеров. Кроме того, я слышала, что они очень искусны в комбинированных техниках и дьявольская формация. От более чем 10 тысяч этих кавалеров будут представлять серьезную угрозу даже для культиваторов нашего калибра. Похоже, здесь более 100 тысяч кавалеров, поэтому неудивительно, что небесный город отчаянно просит подкрепления, сказала фея Серебряного Света в мрачной манере. Всемогущие дьявольские кавалеры — не самые неприятные вещи, с которыми нужно иметь дело, это те парни. Губы Хань Ли слегка дернулись, когда он указал на группу гигантских черных ковчегов. Рядом с ковчегом находились какие-то дьявольские существа в доспехах со звериной нижней частью тела и человеческим верхом. При этом у каждого из них было по 3 разные головы и по 6 рук. Все средние головы были полностью идентичны головам нормальных людей, и все они были головами красивых мужчин или великолепных женщин. Однако 2 другие головы были чрезвычайно ужасны и напоминали головы злобных призраков. Все они держали в своих 6 руках разное оружие, и хотя их было гораздо меньше, чем дьявольских кавалеров, коллективная зловещая аура, которую они выпускали, была чрезвычайно поразительной. Кроме того, позади них была серия светящихся серых проекций, и при ближайшем рассмотрении Хань Ли обнаружил, что это проекции гигантских свирепых зверей. Самые большие из этих изображений были более 1000 футов в размере, и даже самые маленькие были более 100 футов в высоту. У всех этих дьявольских существ было холодное выражение лица, и, казалось, они были совершенно лишены эмоций. Это боевые дьяволы Цзилунь.
Их всего несколько тысяч, но у небесного города действительно проблемы, сказала фея Серебряного Света, резко вздохнув. Я предполагаю, что эти боевые дьяволы Цзилун сыграли большую роль в гибели двух великих старейшин небесного города, мрачно сказал Ханли. По-видимому, боевые дьяволы Цзилун входят в пятерку лучших даже среди элитных сил расы старших дьяволов. Если бы эти два падших собратья Даоса попали в ловушку этих дьяволов до того, как на них напали другие дьявольские лорды, то им действительно было бы очень трудно сбежать. Мне бы хотелось посмотреть, насколько сильны эти боевые дьяволы в действии, размышляла фея Серебряного Света. Хе-хе, кажется, ваше желание вот-вот сбудется, внезапно усмехнулся Ханли. Почти в тот же самый момент из гигантских черных ковчегов внезапно раздался взрыв жужжания, после чего почти каждый из них выпустил бесчисленные черные столбы света, которые в бешенстве помчались прямо к гигантской городской стене впереди. Раздалась череда оглушительных хлопков, и на поверхности слегка поврежденной городской стены появились разноцветные образования. Эти образования создавали слои мерцающих световых барьеров, которым удалось противостоять мощным столбам черного света, которые взорвались яростной черной рябью, от которой все небо значительно потемнело. Именно в этот момент из ковчегов раздался грохот боевых барабанов, вслед за чем из боевых ковчегов вышли более 100 горных гигантских зверей. Каждый из этих дьявольских зверей был более 1000 футов в размере, и они выглядели как массивные черные носороги, которые рухнули прямо на городскую стену, как будто планируя использовать свои тела в качестве таранов. В то же время из других гигантских ковчегов в бешенстве вырвались все виды низкосортных дьявольских тварей, а затем хлынули к городской стене, как дьявольская волна. Плотная дьявольская ци разлилась по всему небу, и бесчисленные звери зарычали в унисон. Бесчисленные человеческие воины появились на вершине городской стены и обрушили на наступающую дьявольскую армию огненные шары, ледяные шипы и клинки воздуха, используя какое-то оружие, похожее на арбалет. Дьявольские звери на переднем крае дьявольской волны были быстро повержены этими атаками, либо превращены в массы изуродованной крови и плоти, либо испепелены в древесный уголь, либо заморожены в ледяные глыбы. Однако эти гигантские звери действительно обладали поразительной живучестью. Мало того, что эти удары молнии не смогли убить их, они, казалось, только еще больше разозлили зверей. Они энергично качнули головами в воздухе, выпустив еще несколько черных ореолов, которые устремились к городской стене, и раздался сокрушительный грохот, когда секция гигантской городской стены наконец рухнула. Через эту брешь в городской стене можно было даже увидеть резервную армию человеческих воинов в городе. Все эти люди-воины были мертвенно-бледными, но они были вынуждены удерживать позиции из-за запугивания охраняющих закон культиваторов зарождающейся души наверху. Тем временем генерал дьявольской армии становился очень нетерпеливым. Резкий пронзительный крик вырвался прямо в небеса из одного из гигантских черных ковчегов, и этот крик был полон чистого намерения убить. Холодный свет блеснул в глазах дьявольских кавалеров у ковчега, и все они стали собираться в массивные группы. Издалека казалось, что в воздухе внезапно появилось несколько черных морей, и они выстраивали сложные формации, медленно продвигаясь к небесному городу. Дьявольские кавалеры и их дьявольские скакуны начали выпускать огромное количество чернильно-черной дьявольской ци, и солнце наверху быстро полностью скрылось за черным дьявольским морем. Некоторые из гигантских ковчегов внезапно выпустили столбы фиолетового света, которые мгновенно исчезли в телах гигантских носорогов, и их раны полностью зажили всего за несколько вдохов. Затем их глаза стали ярко-красными в ответ на резкий крик, который только что раздался позади них, и они прорвались сквозь приближающиеся атаки, устремившись прямо к пролому в городской стене. Под прикрытием этих гигантских носорогов армия низкоуровневых дьявольских зверей также, наконец, смогла продвинуться к небесному городу. Таким образом, ситуация стала чрезвычайно опасной для небесного города. Прямо в этот момент духовный свет несколько раз быстро вспыхнул из пролома в городской стене, и внезапно появились группы людей-культиваторов, а затем отчаянно замахали флагами массива, которые они держали в воздухе. Раздался громкий грохот, когда сверху посыпались гигантские разноцветные кирпичи, полностью заполнив брешь в мгновение ока. Глава 1905. Тупиковая ситуация. Мало того, что эти кирпичи были удивительно огромными, все они были гладкими и блестящими, как нефрит, и явно специально обработанными. После того, как они заблокировали отверстие в городской стене, культиваторы наверху немедленно наложили на них заклинательные печати, и они немедленно слились с остальной частью городской стены без единого шва. В тот момент, когда отверстие в городской стене исчезло, поверхности нескольких гигантских зданий внезапно расплылись, после чего на них появились бесчисленные руны. Эти руны закружились в воздухе, прежде чем образовать ряд глубоких массивов разных размеров, и сразу же после этого эти здания превратились в гигантских каменных марионеток среди череды грохочущих ударов. Каждая марионетка была полностью лишена черт лица, за исключением огромного единственного глаза, и на животе каждой из них было отверстие размером с дом. В каждом из этих отверстий было несколько людей-культиваторов, стоящих на гиптограмме, держащих странные сокровища с нервными выражениями на лицах.
Эти гиганты резко откинули головы назад и издали громоподобный рев, а затем немедленно бросились к городской стене, прежде чем потереть руки. Налетел порыв яростного ледяного ветра, и в ледяном ветре появилось бесчисленное количество точек голубого света, прежде чем они сошлись в их ладонях. В мгновение Эка появилась серия полупрозрачных ледяных копий, напоминающих столбы длиной в 1000 футов. Гигантские марионетки схватились за копья, затем яростно швырнули их в воздух, после чего они мгновенно исчезли среди вспышек синего света. В следующее мгновение в воздухе над гигантскими носорогами вспыхнули пространственные флуктуации, из ниоткуда появилось более 1000 полос пронзительного голубого света. Эти полосы синего света затем превратились в ледяные копья длиной в 1000 футов, которые пронзили каменные тела носорогов, прежде чем яростно взорваться. После взрыва копья превратились в облака голубого тумана размером в несколько акров, превратив тяжелораненых носорогов в гигантские ледяные статуи. Желтые защитные световые барьеры вокруг их тел никак не смогли защитить их. Затем раздались громкие раскаты грома, когда более 100 массивных стрел малиновой молнии обрушились сверху, пробив плотную дьявольскую цепь без всякого предупреждения, прежде чем разрушить все гигантские ледяные статуи. Все гигантские носороги были мгновенно убиты на месте, и даже их души не успели спастись. В наборе секретных камер внутри тел этих гигантских каменных марионеток группа людей-культиваторов в стадии преобразования божества выпустила предметы в своих руках, когда на их лицах появилось выражение облегчения. Эти предметы представляли собой серию мерцающих красных талисманов, на которых было начертано бесчисленное количество золотых и серебряных рун. Как только эти талисманы были выпущены культиваторами-людьми, они тут же полностью потускнели и рассыпались в клубы дыма. Почти в тот же момент человеческие воины на городской стене исчерпали силу своего оружия и быстро начали отступать обратно в город. Их заменили группы людей-культиваторов в четырехцветных одеждах, и как только они прибыли на городскую стену, они вызвали ряд мерцающих сокровищ, которые превратились в полосы пятицветного света, которые устремились прямо на приближающуюся армию низкосортных дьявольских зверей. Все низкосортные дьявольские твари, которые вступали в контакт с этими полосами света, были мгновенно уничтожены, и было совершенно ясно, что это оружие было гораздо более мощным, чем оружие, которое использовали воины-люди. С таким количеством культиваторов, атакующих одновременно, они смогли создать удивительное зрелище, хотя в их рядах было не так много высококлассных существ. Без защиты гигантских носорогов низкосортные дьявольские звери истреблялись с угрожающей скоростью, а дьявольская армия сильно пострадала. В результате всеохватывающие дьявольские кавалеры позади низкосортных дьявольских зверей немедленно подстегнули дьявольское облако вокруг них, чтобы более чем удвоить скорость его продвижения. Следуя команде культиватора высокого ранга, который был лидером всех людей-культиваторов на городской стене, все немедленно направили свои сокровища подальше от низкоуровневых дьявольских зверей и вместо этого направили их к дьявольскому облаку. Сокровища устремились к дьявольскому облаку, как серия падающих звезд, и раздалось несколько глухих ударов, когда дьявольское облако яростно взбилось. Затем из облака в бешенстве вырвалась серия массивных черных рун, прежде чем сформировать гигантский черный массив. Сокровища обрушились на массив, как проливной шторм, но массив лишь слегка вздрогнул, прежде чем удержать все сокровища в страхе. Прямо в этот момент дьявольские кавалеры в дьявольском облаке одновременно подняли руки, вызывая в воображении длинные клинки, каждый из которых был в несколько футов длиной, прежде чем яростно полоснуть ими воздух. Бесчисленные изображения черных клинков вылетели из дьявольского облака полосами черного света, и по всему небу разнеслись оглушительные взрывы. Сотни тысяч человеческих сокровищ столкнулись с этими изображениями клинков, прежде чем мгновенно разорвались на куски, а затем распались на световые точки разных цветов. Все небо мгновенно осветилось этими красочными огнями, и в то же время дьявольские кавалеры издали громкий рев, швыряя в воздух свои длинные клинки. Клинки превратились в полосы черного света, которые исчезли в гигантском массиве наверху, и серия гигантских черных клинков быстро появилась из центра массива среди беспорядочных вспышек черного света. Каждый из клинков был несколько сотен футов в длину, и все они сразу же устремились вперед, прежде чем яростно рухнуть на городскую стену впереди. Черный свет завихрился вокруг гигантских клинков, и изображения клинков длиной более 10 тысяч футов устремились прямо к городской стене, высвобождая разрушительно устрашающую ауру. Все человеческие культиваторы, охваченные этим взрывом ужасающего духовного давления, немедленно впали в слепую панику, и многие из них поднялись в воздух, чтобы скрыться с места происшествия, но было уже слишком поздно. Гигантские изображения черных клинков пронеслись по воздуху, превратив всех людей-культиваторов в клочья изуродованной крови и плоти, а еще один массивный участок городской стены был снесен, образовав огромную брешь шириной более 1000 футов. Одной только этой атакой было убито более 10 тысяч культиваторов, и все люди-культиваторы на городской стене были в ужасе при виде этого. Некоторые из них стиснули зубы и продолжали атаковать дьявольский массив вдалеке, а другие в профилактических целях поспешно призывали оборонительные сокровища. Выпустив этот разрушительный шквал атак, гигантские черные клинки в центре формирования распались на точки черного света, после чего из этого гигантского дьявольского ковчега снова раздался леденящий кровь вопль.
Злые взгляды появились на лицах всех дьявольских кавалеров, когда они услышали этот звук, и они взревели, когда резко пришпорили своих дьявольских коней, чтобы нести их вперед быстрыми полосами черного света. Расстояние в несколько километров эти дьявольские кавалеры преодолели всего за несколько вспышек, а все атаки, которыми они наносили удары, были отражены черными световыми барьерами, появившимися над их доспехами. Лишь очень немногим из наступающих сокровищ удалось пробить их оборону, но количество дьявольских кавалеров, поваленных этими сокровищами, было просто ничтожно по большому счету. В мгновение ока 100 тысяч дьявольских кавалеров достигли защитного светового барьера перед городской стеной и выпустили из своего оружия бесчисленные полосы мощного черного света, чтобы атаковать световой барьер. Между тем, их дьявольские кони также высвобождали все типы способностей. Одни выбрасывали столбы пламени изо рта, в то время как другие создавали серию гигантских клинков ветра, а некоторые даже прямо атаковали световой барьер своими рогами. Перед лицом такого поразительного количества атак защитный световой барьер продержался всего несколько вдохов, прежде чем беспорядочно вспыхнуть, выглядя так, как будто он был на грани разрушения. Всего одна волна атак этих дьявольских кавалеров грозила пробить оборону города, и надвигающиеся людские сокровища были совершенно неэффективны против них. Что касается гигантских каменных марионеток в городе, они, казалось, были способны развязать только одну эту атаку, и после этого они снова превратились в гигантские здания. Однако из одной из гигантских башен внезапно раздался ясный звон, сразу после которого в воздухе поблизости прокатились пространственные колебания, и внезапно появились тысячи людей-культиваторов. У всех у них были мрачные лица, и они быстро сформировали массивный строй с гигантской башней в самом центре. После этого они опустили головы и подняли руки каждый, когда начали в унисон петь заклинания. Пятицветные заклинательные печати, сформированные духовной силой, устремились в массивную башню бесчисленными полосами духовного света, и из башни раздался громкий жужжащий звук, когда на ее поверхности появился ослепительный пятицветный свет. В то же время сильные толчки внезапно пробежали по участку пустой земли за городской стеной, и земля резко раскололась, обнажив серию черных, как чернила, туннелей. Сразу же после этого из туннелей выбежали группы медных гуманоидных фигур, каждая около 20 футов в высоту. Эти медные гуманоидные фигуры были одеты в толстые и тяжелые доспехи и вооружены всеми видами оружия, включая длинные и мощные арбалеты. Некоторые из них были верхом на медных духовных зверях, в то время как другие стояли на лазурных боевых повозках, длина каждой из которых превышала 100 футов. Эти гуманоидные фигуры совершенно бесстрастно ринулись на дьявольских кавалеров, и дьявольский генерал в гигантском ковчеге, казалось, был несколько ошеломлен, увидев это, но затем холодно хмыкнул, прежде чем испустить еще один пронзительный крик. В глазах дьявольских кавалеров сразу же появились свирепые взгляды, когда они бросились на марионеточное войско, и тут же завязался ожесточенный бой. Во время этой короткой передышки в воздухе над городской стеной появилась серия ослепительных полос света. Затем эти полосы света исчезли, обнажив несколько тысяч высококлассных человеческих культиваторов, и они призвали бесчисленные сокровища, прежде чем также присоединиться к битве. Несмотря на то, что армия медных марионеток явно не могла сравниться с дьявольскими кавалерами, добавление высококлассных культиваторов позволило им выстоять. Кроме того, с помощью отчаянных атак низкоуровневых культиваторов на городской стене они постепенно одерживали верх. Как ни странно, дьявольский генерал в гигантском ковчеге, несмотря на это, не отправил боевых дьяволов Цзилуней в бой. Лишь по прошествии нескольких часов, когда и дьявольские кавалеры, и человеческая армия понесли некоторые потери, внезапно раздался глухой звон колокола. Как только дьявольские кавалеры услышали этот звук, они тут же начали отступать, образуя при этом ряд плотных оборонительных порядков. В то же время боевые дьяволы Цзилуня начали наступление, холодно оценивая человеческую армию.